Обязательно ли ходить в церковь или вера живет внутри человека? Чтобы понять, зачем вообще нужны храмы, стоит обратиться к их истории, как они появились, как менялись и как это связано со спасением души. Во времена патриархов еще не было постоянного храма, кочуя они строили жертвенники там, где ощущали присутствие Бога. Прообразом храма стала скиния, переносное святилище, устроенное по божественному повелению при Моисее. Позже при царе Соломоне был построен первый Иерусалимский храм. В Библии подробно описаны его размеры, материалы и украшения. Храм Соломона стал главным местом Божьего присутствия и единственным местом, где по закону израильтяне приносили жертвы. После разделения царства на севере появились свои святилища в Вифиле и Дане, чтобы люди не ездили в Иерусалим. Когда первый храм был разрушен, иудеи в Вавилоне стали создавать дома собраний, синагоги, где читали и изучали Писание. Второй храм евреи возвели после возвращения из плена, а их соседи-самаритяне построили свой храм на горе Горизим. Позже Ирод Великий значительно расширил Иерусалимский храм. В Евангелиях он описан как переполненный торговцами и менялами. Иисус говорил, что Божье присутствие покинуло этот храм. И Иерусалимский храм и синагоги стали центрами, откуда распространялось христианство. Однако уже апостол Павел упоминает о домашних церквях, небольших собраниях верующих в домах. Церковью тогда называли именно общину людей, связанных личной верой в Христа. Они собирались дома, в храмах и синагогах, и там же совершали Евхаристию и вечерю Агапе. С самого начала христианство становилось проблемой для языческих храмов, которые приносили большую прибыль жрецам и ремесленникам, например, храм Артемиды в Эфесе. После разрушения Иерусалимского храма христиане отделились от иудеев и перестали ходить в синагоги. Главной формой общения стали домашние церкви. Они имели вид обычных римских домов с атриумом, внутренним двором, окруженным комнатами. Такие дома перестраивали под собрания, сносили стены, добавляли помещения для крещения и общих трапез. Археологи при раскопках не находят алтарей в таких домах, а настенные фрески носили скорее декоративный, чем ритуальный характер. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Первыми священными местами для христиан становились кладбища и катакомбы, особенно могилы мучеников. Впоследствии на этих местах нередко строились церкви, которые пока еще не использовались для регулярных богослужений, но это уже отличало христиан от ветхозаветной традиции, где прикосновение к мертвому делало человека ритуально нечистым и запрещало вход в храм. В Евангелии Иисус осуждает фарисеев за то, что они строят гробницы пророкам, хотя сами причастны к их гибели. Матфея 23, 29, 31. Из-за отсутствия храмов, изображений и священства язычники часто считали христианство ненастоящей религией, обвиняли верующих в скрытности, разврате и ненависти к человеческому роду. Во время гонений христиан заставляли приносить жертвы в языческих храмах. Некоторые отказывались, другие вступали, и по словам древних авторов, эти храмы наполнялись до отказа. Когда в III веке гонения ослабли, христиане начали возводить первые специально предназначенные церкви. Они сохраняли черты домашних церквей, внутренний двор, комнаты вокруг. В Риме к началу IV века насчитывалось уже несколько десятков церквей, хотя во время Великого гонения многие были разрушены, включая крупную церковь в Никомедии. Даже после признания христианства легальной религией, верующие еще долго собирались по домам, но церковные власти стали поощрять посещение базилик. Их массовое строительство началось при императоре Константине. Старые языческие храмы, как правило, не подходили для христианского богослужения. Чаще их разбирали на стройматериалы. Исключением стал Пантеон в Риме. Таким образом, римские базилики, просторные общественные здания, стали основой для христианских храмов. В них уже была апсида, полукруглая ниша, предназначенная для судей или императора. В храмах на этих местах стали размещать алтарь и кафедру епископа. Так базилика, светский символ власти, постепенно превратилась в духовный центр. Появление новых храмов требовало большого числа священников, которых иногда набирали из государственных структур, якобы из-за их образованности и эффективности. Новые церкви освящались торжественно, с молитвами, пением, проповедями и закладкой мощей. С IV века причастие стало возможно только через священника, а следовательно в храме. Это еще больше подчеркивало значение церковного здания. Само украшение храмов связывалось с идеей, что они должны отражать величие и святость таинств. Главная церковь епархии стала называться собором. Это храм, в котором установлена кафедра, трон епископа. Первые известные христианские храмы – Латеранская базилика в Риме и храм гроба Господня в Иерусалиме. Латеранский собор стал первым кафедральным собором в истории. Император Константин передал Папе Римскому свой дворец, и на его территории была возведена церковь. В средние века христианская жизнь не ограничивалась только храмами. Крестные ходы и паломничество ярко показывают, что вера выходила за пределы обычного богослужения. Монашество, возникшее в ту эпоху, редко посещало церкви, но сыграло важную роль в укреплении христианства после гонений. Иоанн Златоуст указывал, что украшение храмов не должно затмевать заботу о душах.
Изначально церковь лишь пользовалась имуществом, подаренным императорами, не владея им напрямую, но после падения Западной Римской империи эти владения стали считаться собственностью самой церкви. Пришедшие на запад германцы нередко считали себя христианами, и их гнев чаще обращался против языческих святынь, а христианские церкви они старались по возможности щадить. В Византии храмовая архитектура достигла своего расцвета. Именно здесь утвердился купольный стиль, символом которого стал собор Святой Софии в Константинополе. Православная традиция придерживалась этого стиля, тогда как на Западе начали развиваться разные архитектурные направления. Первые христианские церкви часто строились на месте прежних языческих святилищ. В VI веке у франков появилось юридическое право церковной собственности на землю, но большинство храмов в раннем Средневековье оставались частной собственностью крупных землевладельцев. Епископ мог только отказать в богослужении в такой церкви. С XI века в Западной Европе начался строительный бум. Церкви возводились повсеместно, как правило, на месте кладбищ. Они становились центрами новых деревень, вытесняя преобладание отдельных усадьб и вилл. Колокола на церквях становятся массовым явлением. В больших соборах появились органы. Новые церкви чаще строились в романском стиле, с массивными стенами, круглыми арками и башнями. Позже, с середины XII века, с района Иль-де-Франс распространился готический стиль. Устремленные вверх линии, стрельчатые арки, высокие окна. Характерной чертой готики стали горгульи и скульптуры фантастических существ, украшавшие фасады и водостоки. После завершения церковь в Клюне стала крупнейшим христианским зданием в мире, превзойдя Софийский собор в Константинополе. В 1072 году началось строительство Линкольнского собора. После возведения шпиля около 1311 года он стал самым высоким зданием в мире, обогнав Великую пирамиду в Гизе впервые за 3870 лет. Этот рекорд продержался до 16 века, когда шпиль обрушился. Новым рекордсменом стал монумент Вашингтона, построенный в конце 19 века. В 1248 году началось строительство Кёльнского собора в Германии, известного тем, что возведение длилось более 600 лет. Второй Латеранский собор 1139 года обязал передать епископам все церкви, находящиеся в частной собственности. Он также постановил, что все католики должны хотя бы раз в год приходить в церковь. Так, к XIII веку на Западе сформировалась приходская структура вокруг храмов. Строительство католического собора Святого Петра в Риме стало одной из причин реформации, когда папа Лев X решил для его строительства начать продавать индульгенции. Многие протестанты отказались от икон, статуй и вынесли мощи из храмов. Центром стала кафедра проповедника. Помещение проектировали так, чтобы все могли хорошо видеть и слышать священника. Причастие перестало восприниматься как таинство, строго связанное с храмом, и само здание утратило особое священное значение. Католическое барокко стало ответом на реформацию. Церкви строили с пышным убранством, позолотой, фресками и светом. Особую роль сыграли иезуиты, использовавшие архитектуру как средство проповеди. В XVIII-XIX веках, несмотря на секуляризацию Европы, строились церкви, призванные показать силу абсолютистских монархов. В 1870 году, после ликвидации Папской области, Папа Пий IX отказался признать власть Объединенной Италии и укрылся в Ватикане. Территория вокруг собора Святого Петра стала резиденцией пап и образовалось независимое Ватиканское государство. В Советском Союзе около 90% храмов были закрыты, разрушены или переоборудованы. Среди сохранившихся храм Василия Блаженного, признанный выдающимся архитектурным памятником. В Китае после прихода коммунистов и началом гонений массовым стало движение домашних церквей, численность которых насчитывает десятки миллионов. Христианизация Африки потребовала новых храмов. В 1989 году в Кот-д'Ивуаре построили католическую базилику Девы Марии Мира, которая по площади превзошла собор Святого Петра в Риме и была построена по его образцу. Таким образом, храм укрепляет веру, если понимать, что церковь – это не здание, а люди. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.